Добрый вечер всем. Всем привет, мои дорогие. Дайте обратную связь, как меня видно и как меня слышно. И мы будем начинать наш очередной прямой эфир, связанный с НЛП, саморазвитием. И сегодня у нас будет непростая, нелегкая тема, которая звучит так: как пережить расставание. Я не просто так взял эту тему, потому что тема актуальна на самом деле для многих людей. Ну и были комментарии, связанные с этой темой. Пока я жду ваших комментариев, напишите, как меня видно и как меня слышно, как с картинкой, как со звуком. Мы всегда тестируем что-то новенькое, поэтому давайте тоже обратную связь, потому что для меня это очень важно. Для меня это очень-очень-очень важно. Итак, дорогие друзья, пока вы пишете, пока наш стрим подтягивается, пока народ подтягивается, пока все подключаются, пару организационных моментов. Мы будем отныне и навсегда проводить прямые эфиры на этом канале. Именно, собственно говоря, для этого он и создан. Поэтому я вас призываю активно писать свои комментарии в чате трансляции. Это важно. А второе и немаловажное: после завершения трансляции пишите в комментариях свои вопросы под любой трансляцией, которая здесь будет проходить. Особенно под последними пишите свои комментарии с актуальными для вас вопросами, потому что я хочу создать вот этот живой канал. Я принципиально не собираюсь на нем записывать видеоролики, хочу работать на нем только вживую. Старый канал Юрий Пузыревский, НЛП-тренер, продолжает действовать, на нем будут выходить наши регулярные выпуски в записи. А здесь только общение в живом эфире. Собственно, я его так и называю: живой канал. Вижу, что вы пишете, что звук отличный и видео отличное, значит, мы можем начинать. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер всем. Поставьте плюсик, кто услышал мой призыв комментировать, после завершения эфира, потому что на базе ваших комментариев будет складываться дальнейший контент. Каждый четверг в 20:30 мы будем выходить в прямой эфир. Это то, что у нас будет, как говорится, базовая пресуппозиция этого канала. Каждый четверг в 20:30 мы выходим в прямой эфир. Ну, исключение составляют лишь те случаи, когда я физически не могу выйти в прямой эфир. Но также здесь будут проходить и спонтанные прямые эфиры. И, как вы уже заметили, несколько уже таких прямых эфиров было. И это тоже меня радует. Пока я еще не наладил расписание этого канала, я думаю сделать прям серию прямых эфиров, которые будут посвящены теме, которая связана с уверенностью в себе и самооценкой, потому что на это тоже есть большой запрос, но тем не менее, пока я еще не сложил систему. Хорошо, мои дорогие, раз вы здесь присутствуете у нас, значит, тема, скорее всего, для вас актуальна. Алекс пришел. И горяча. Согласны, что тема полезная и важная. Смотрите, почему я решил провести этот прямой эфир. У нас 2 человека в первом видео на этом канале вообще написали. Тема: потеря близкого человека, развод, волнует человека. И девушка у нас написала: присоединяюсь к теме. Развод, но не хватает веры в то, что встретится свой человек, и как результат бездействия, немножко отчаяния и страх. Давайте разбираться на базе этих вопросов. Потому что, на мой взгляд, тема на самом деле важная. Почему? Ну, потому что это правда жизни, что люди в нашу жизнь как приходят, так и не уходят. Согласны? Если согласны с тем, что люди приходят и уходят в нашу жизнь, в жизнь каждого конкретного человека, поставьте плюсик, пожалуйста. Для меня это будет обратной связью, что вы вовлечены, что вы меня слушаете и что мы на одной волне. Смотрите, давайте разбирать в этом прямом эфире такую модель, которую, условно говоря, мы возьмем развод либо расставание.
если у вас были какие-то длительные отношения с каким-то человеком. Ну, если вы мужчина, то, скорее всего, у вас были отношения с женщиной, а если вы женщина, то, скорее всего, у вас были отношения с мужчиной. И вот именно на этом мы построим сегодняшний наш разбор. Спасибо за плюсики. Ребят, мне очень важно понимать, что я не говорю в пустоту, не говорю в глазок камеры, а говорю именно с вами. Именно в этом и есть смысл всего нашего живого канала. Так, Надя пишет, мне почему-то не пришло уведомление об эфире, хотя я подписалась на канал, на прошлом канале все приходило. Возможно, вам нужно поставить колокольчик, это тоже очень важно. Возможно, вам нужно, кроме того, чтобы подписаться, нужно поставить колокольчик. Хотя, насколько я знаю, YouTube не всегда и не всем подписавшимся отправляет уведомления. Так устроен YouTube, и многие люди не получают уведомлений. Скорее, YouTube отправляет уведомления, если вы смотрите часто мой канал. Чем чаще, в общем, будете смотреть канал, тем чаще будут приходить уведомления. Отлично, ребят, вижу ваши плюсики. Спасибо большое за обратную связь. Мне это, поверьте, очень важно. Итак, разбираемся. Разбираемся на примере развода, на примере завершения отношений. Но также та модель, которую я буду описывать, она будет подходить и к не очень приятной теме смерти близкого. Да, если кто-то умер, там, папа, мама, брат, сестра, жена, не дай бог. Это тоже все будет справедливо. Но чтобы здесь не нагонять муть, мы все-таки будем разбирать на модели расставания такого мужчина-женщина, женщина-мужчина. Смотрите, представьте себе, что ну вот человек жил обычной жизнью, и неважно по какой причине произошло расставание, я передумал быть с этим человеком, или этот человек передумал быть со мной. Это на самом деле не имеет большого значения. Но что у нас происходит? Давайте пройдемся по всем нейрологическим уровням. Помните пирамида Дилса? Пирамида Дилса, первый уровень – окружение, поведение, потом способности, потом убеждения, ценности, потом идентичность и потом миссия. И мы пойдем рассматривать с самого начала, с самого низа. Если случилось так, что от вас кто-то ушел или вы от кого-то ушли, то что меняется на уровне окружения? На уровне окружения происходит вот какая история. На уровне окружения происходит то, что меняются места посещений всевозможные. Ну, допустим, вы привыкли со своей любимой женой до расставания ходить в какие-то определенные места, в какие-то определенные кафешки, в какие-то определенные магазины, в какие-то определенные спортклубы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Места посещения меняются, да, потому что если вы куда-то ходили вместе раньше, то сейчас вам, может быть, особой нужды туда и нет ходить. Это то, что на уровне окружения меняется. Также меняется круг общения, да, когда люди расстались, круг общения начинает меняться. Раньше мы дружили с семьями, а после расставания какие-то семьи встали на сторону жены, какие-то семьи стали на сторону мужа, и круг общения меняется, вот реально меняется. И все это нам очень сильно некомфортно. Но напоминаю, что влияние разного нейрологического уровня, оно очень сильно возрастает по степени подъема по пирамиде нейрологических уровней. Мы по Дилсу сейчас разговариваем. Так вот, смотрите, какая история. История заключается в том, что на уровне окружения начало все меняться. Но это, не такое уж сильное влияние на нас оказывает, хотя оказывает. Стереотипическая динамия. Вот я не в курсе этого понятия. Если можете, поясните, что такое стереотипическая динамия. Мы разбираемся с точки зрения НЛП. Я не провидец, не могу знать всех терминов и понятий, поэтому, если вы хотите разговаривать на языке терминов, я вообще за упрощение, да, если есть какой-то термин, который не знают все, лучше его описать другими словами, чтобы всем было это понятно. Нейронная сеть рушится. Условно говоря, можно и так сказать, да. Другими словами,
наши привычки на уровне окружения, они меняются. Они становятся другими. Я уже сказал, меняется круг общения, отчасти, трансформируется. Меняются какие-то привычные места. Место жительства может измениться. Жили в общей квартире, потом кто-то ушел, пришлось переехать. Там квартиру продали, разделили, распилили, деньги пропили и живут все счастливо. Да? Здесь вот такая вот история. Это оказывает сильное влияние, но не настолько, чтобы прям очень сильно человеку было дискомфортно. Дальше. Что происходит дальше? Поднимаемся на следующий нейрологический уровень, который называется у нас уровень поведения. Соответственно, человек жил своей привычной жизнью, сложились уже какие-то привычные привычки поведения, завтраки, ужины, обеды, те же самые там какое-то совместное местопрепровождение, и на уровне поведения тоже все начинает сильно меняться. И это все у нас вызывает огромный дискомфорт, прям огромнейший. Дальше. Поднимаемся на уровень выше. Допустим, вот от вас кто-то ушел, либо вы с кем-то расстались. Вы остались одиноким человеком. Мы поднимаемся на уровень способностей, возможностей, способностей. И на уровне способностей уже находятся наши навыки, да? И вот вы начинаете жить уже в новом окружении и в другом поведении, но со старыми навыками. И вы сталкиваетесь с проблемой. Вот как у нас девушка написала, что не хватает веры в то, что встретится свой человек, и как результат бездействия и немного отчаяния и страх. Вот здесь как раз-таки на уровне способностей мы и начинаем встречаться с этим страхом. Потому что, к примеру, вот жил мужчина семейной жизнью скромной, и прожил он так 10 лет. Конечно же, все эти 10 лет у него атрофировался навык флирта, презентации себя к противоположному полу. Ну или то же самое с женщиной, что происходит. Женщина тоже погрузилась в семейные заботы, заботилась только о муже и теряет вот этот навык, да? Вот то, с чем мы встречаемся на уровне навыков и способностей. Ведь для того, чтобы строить дальнейшие отношения, нам нужно этот навык как-то вспомнить, возобновить, либо его приобрести. Мало ли кто-то случайно женился там по молодости. Ну, просто случайно. Такое тоже иногда случается в отношениях. Так вот, нам нужно какие-то новые способности начинать в себе развивать. Согласны? Напишите «Я согласен», «Я согласна», если вы когда-то расставались с кем-то, если вы когда-то кого-то теряли в плане отношений, то наверняка вам, чтобы получить новые отношения, новое общение, вам приходилось что-то начать изучать, ходить по НЛП-каналам, как привязать к себе мужчину, женщину, как манипулировать там и так далее, и так далее. Всякие интересные штуки вы изучаете, которые я не люблю преподавать. Вот. Так вот. Согласны, что навыки у вас хорошая лекция. Спасибо. Мы стараемся. Ну и тема такая на самом деле. Ребят, не переживайте. Я буду на все... Ну, чтобы наши эфиры не были поверхностными, я буду выбирать все ваши комментарии, которые вы оставляете после прямых эфиров, в комментариях под записью. Я буду либо объединять их в какие-то группы и отдельно разбирать, просто отвечая на вопросы, либо буду прям какой-то теме, какому-то вопросу посвящать целый эфир. Поэтому будем в таком ключе. Спасибо вам за труд. Спасибо, Никола. Так вот, не вижу, кстати, вашего согласия. Согласны ли вы с тем, что когда от нас кто-то ушел, на уровне способностей мы тоже испытываем потрясение? Потрясение. Какое-то еще может быть потрясение. Ну, допустим, возьмем же того же мужчину, который 10 лет прожил со своей супругой, и вдруг они по какой-то причине расстались. Тоже какие навыки ему теперь нужны? Может быть навык умения приготовить еду. Может быть навык поутюжить себе одежду. Может быть навык спланировать поход в магазин.
рассчитать продукты и как пройти. Может быть, умение там оплатить за электроэнергию квартплату, потому что, ну, понятно, что в каждой семье как-то обязанности, они распределяются каким-то определенным образом, и один супруг может быть даже и не подразумевать, каким образом там делается та или иная операция. Вот. Эти навыки тоже можно, точнее, нужно начинать развивать. И от этого мы уже, когда мы поднимаемся на уровень навыков, мы уже испытываем достаточно такой серьезный шок, на самом деле. Я вот это никогда не делал, а теперь мне вот это надо начинать делать. Надо начинать это уметь, начинать уметь знакомиться, надо начинать уметь общаться, надо начинать уметь находить общий язык, платить квартплату, утюжить одежду, готовить еду и так далее. Секунду. Мысль проскочила, записал, чтобы не потерять. Итак, поднимаемся еще на уровень выше. Уровень убеждения и ценности. Здесь этот уровень уже оказывает на нас еще более сильное влияние. И когда люди расстаются, во-первых, сам развод, само расставание, оно начинает формировать нам какие-то убеждения ограничивающие. Например, там все, мы уже поняли, что человек ушел от нас, и мы начинаем себе там строить всякие ментальные конструкции. Например, типа, я никому не буду никогда больше нужен или нужна, либо я никогда больше не найду себе такого человека, который мне будет так подходить, либо я не умею строить отношения, ну и так далее. То есть мы начинаем формировать какие-то у себя внутри убеждения внутренние о себе, о других людях, о лицах противоположного пола, ну и так далее, которые начинают нам портить всю в целом жизнь. Потому что если мы считаем, что мы никогда никого не найдем себе, то мы, во-первых, и искать-то, наверное, не будем. А во-вторых, мы, думая, веря в то убеждение, что мы никогда себе никого не найдем, мы будем искать подтверждение этому. И это на самом деле печально. Поэтому на уровне убеждений тоже происходят большие трансформации. Но они оказывают уже влияние на все. Ну, смотрите, допустим, если человек при разводе, при расставании сформировал себе убеждение, что я никому больше никогда не буду нужен, к примеру, такое тоже бывает, да, и не нужно смеяться, если для кого-то это кажется странным, то меняются ли его способности? Да, конечно, меняются. Он начинает развивать в себе способность социофобушки, а с другой стороны, он начинает себе развивать какие-то другие способности, которые помогают ему не сталкиваться с реальностью. На уровне поведения. Он начинает меньше улыбаться, начинает меньше смеяться, радоваться, заниматься активным образом жизни. Ну и касаемо окружения, а зачем мне куда-то вообще ходить, если я никогда себе никого никогда не найду, если я так считаю, если я в этом убежден. И это важно, Ну и поднимаемся на следующий уровень, уровень идентичности. Уровень идентичности тоже очень важен. Он еще стоит на более высокой ступеньке, да, в пирамиде наших нейрологических уровней. И здесь у нас происходит, хотим мы этого или не хотим, смена идентичности. А что это значит? Смена представления о себе и смена того, кем мы вообще являемся и кем мы себя считаем. Ну, допустим, мужчина, проживший 10 лет, все будем разбирать на этом же примере. Или женщина, прожившая 10 лет с одним партнером, допустим, замужем или женатым был, была женой, и 10 лет она себя ощущала женой. Или был мужем, и 10 лет он себя ощущал мужем. А после того, как он развелся, или она развелась, кем ему себя уже называть? Кем ему себя считать? Есть такое слово разведенка, да, или брошенка.
И здесь получается вот какая история. Человек какое-то время не может принять свою вот эту новую идентичность. И это очень важно, потому что когда мы не можем себе ответить на вопрос, кто я, либо пытаемся подложить как-то реальность, не отдавая себе отчета, кем мы являемся на самом деле, то нам очень тяжело. Вот если сейчас, смотрите, при любом кризисе встречается вот эта потеря идентичности. Нам тяжело понять, кто я, кем я являюсь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и дальше, в уровень миссии можно уже не заходить, потому что очень коротко, когда человек жил в браке какое-то продолжительное количество времени, у него был один смысл существования. А когда он развелся, у него смысл существования, и этот смысл существования как бы был связан обязательно с семьей, как правило, да? Иначе, если бы у него не было этого смысла существования, то он бы и не прожил даже тех 10 лет, там, или 2, или 3, сколько там вы прожили вместе. И теряется ориентир, теряется смысл. Вот человек все в семью, либо хотя бы он там думал о семье там, и так далее, и так далее. А потом смысл существования этой семьи, он как бы теряется. Если посмотреть статистику, да, вот на постсоветском пространстве, допустим, дети обычно остаются с мамой. Такая распространенная практика при разводе, да. И я могу сказать так, что девушки, женщины, они гораздо легче переносят кризис вот этого расставания, нежели мужчины. Потому что если в семье были дети, то когда они расстались, у женщины остается этот смысл, ребенок остается с ним, и у них как бы осталась, такая недосемья, половинчатая семья, без папы, но, во всяком случае, она не потеряла всего смысла. А мужчина, как правило, который остался один, и который, как правило, остался... ребенок, допустим, остался с мамой, то у него случается вот этот кризис потери вообще смысла. Почему? Знаете, тут одна проблема в том, что мужчины на самом деле реже обращаются за помощью к психологам и так далее при вот таких ситуациях. Мужчины обычно обращаются сюда, либо к уходе с головой в работу, либо пытаются найти помощи где-то у друзей там и так далее, и так далее, и так далее. Я общался с одним мужчиной, он тут у нас в Беларуси имеет хороший бизнес, и он тоже, когда ему было 40 с чем-то лет, развелся с женой. И он прям, я просто, знаете, для меня этот мужчина, он такой человек, знаете, кремень такой, вот прям мужик-мужик. И как-то мы с ним разговорились, мы с ним познакомились, когда у него уже эта ситуация прошла. Точнее, я его знал раньше, а познакомились мы несколько позже. И он как бы поделился со мной, что где-то 2 года у него шло все очень плохо и в бизнесе, и в работе, именно потому, что потерялись вот эти смыслы. То есть то, что происходит, вот сейчас мы по пирамиде нейрологических уровней мы разобрали. Понятно ли то, что мы сейчас разбираем, и полезно ли то, что я сейчас вам рассказываю? И потом мы пойдем разбираться, как же это все чинить самостоятельно, чтобы отобрать работу у психологов, у таких специалистов, как я, как вы можете самостоятельно себе помочь. Не сталкивалась с ситуацией, когда не знаю, как жить дальше, потому что кто-то меня покинул, поэтому не могу ничего не сказать, просто пока слушаю. Отлично. Дай бог, чтобы так было дальше. Однако многие люди с этим сталкиваются. Именно поэтому мы ведем такую трансляцию. Вы знаете, я раньше очень много работал с семейными отношениями,
Хотя не считаю себя семейным психологом, но почему-то люди обращались. Не знаю почему. Я больше про цели, про состояние, как вот страхи убрать. Я больше про это. Про то, как эффективную коммуникацию построить там. Но, тем не менее, все, что на эту тему знаю, из своего опыта и опыта своих клиентов, буду рассказывать. Как... Так, плюсики пошли. Супер. Ребят, спасибо большое. Живой эфир, он на то и живой эфир, чтобы вы давали обратную связь. Даже если я сразу не читаю сообщения, то давайте мне какую-нибудь обратную связь. Пишите. Юрий, спасибо, полезно, круто, круто, что затронули эту тему. Ну и так далее. Хорошо. Смотрите, что делать и как выходить. Понятно, что когда мы проходим вот этот вот весь кризис, мы очень сильно страдаем. Нам плохо, нам тяжело. И это на самом деле тяжело. Нам прям вот так тяжело. Прям очень-очень тяжело. И я сейчас ни в коем случае не издеваюсь над тем, кто сейчас в этом кризисе. Просто когда мы выходим из этого кризиса, мы начинаем относиться к этому кризису намного легче. Ребят, я напоминаю, что вот эта модель, она справедлива и к той ситуации, когда кто-то ушел из жизни, ну, умер, другими словами. То есть все то же самое происходит. Там была у вас мама, у вас такие привычки были, такое окружение, такое поведение, такие способности, такие убеждения, потом идентичность там и миссия. Когда мама ушла из жизни, или отец там, или брат, или сестра, все происходит то же самое. То же самое мы на каждом нейрологическом уровне испытываем какое-то потрясение. И поэтому проецируйте сюда тоже, если вдруг кто-то в реальности уходит из жизни. Как с этим всем справляться? Первый шаг, на мой взгляд, это... Спасибо за эфир, спасибо. Первый шаг, на мой взгляд, это признать реальность. Вот многие люди на этом шаге и запарываются. Ну, так происходит по многим причинам. Поясню, что значит принять реальность. Если ты с человеком расстался, если человек от тебя ушел, либо ты ушел от человека, чтобы чем можно быстрее вернуть себя к нормальной жизни, нужно признать этот факт. Нужно признать этот факт, что это вот так случилось, и так в жизни сейчас есть. И не нужно себе подкладывать какие-то ложные надежды на то, что а вот, может быть, он изменит свое мнение, а вот я стану другим, и он поверит в меня, или она поверит в меня, и он вернется, или она вернется. Смотрите, жизнь слишком короткая, чтобы так долго себя, извините за выражение, обманывать. Я хотел сказать другое слово, наё. Но слишком короткая она. И вот когда мы думаем, что мы можем измениться быстро, чтобы человек передумал нас оставлять, если действительно проблема в нас, то надо перестать быть наивными, снимать розовые очки. И вспомните, когда последний раз вы вот резко в момент изменились. Я кучу провел эфиров, записал видеороликов про привычки, как их менять там и так далее. Ну поверьте, что это в момент не происходит. Нужно над собой работать. Поэтому первый шаг – это перестать подкладывать себе ложную действительность, а постараться признать тот факт, что да, я сейчас, вот я был женат, теперь я разведен, или я была в отношениях, теперь я свободна, ну и так далее. Потому что многие люди, вот они на самом деле не готовы эту реальность признавать и тем самым загоняют себя в депрессии, в расстройства, в загоны и все возможные негативные состояния. Ну вот реальность, ее нужно иногда осознавать. Вот, допустим, вы же не спорите с законом тяготения, да? Вы знаете, что если шагнуть там из окна второго этажа, вы упадете. Даже если вы этого не знали, пошли со второго этажа, шагнули, упали, поняли, что это больно. И понимаете, ага, Земля притягивает. Вы же не идете дальше проверять этот закон всемирного тяготения там.
на третий этаж, либо еще раз на второй, на четвертый, на пятый, вы уже точно знаете, что вы упали. Но многие люди продолжают испытывать и проверять вот этот закон тяготения. Либо же, надо быть очень сильно ужаленным человеком, если, допустим, еще одна метафора, допустим, есть розетка. В розетке есть электричество, да? И отрицать существование электричества, это смерти подобно, да? Если совать пальцы в розетку, то вас будет бить током. Наверное, чтобы вас не било током, нужно признать, что да, в розетке есть электричество, и пальцы туда совать не стоит. Или там, не знаю, огонь или горячая вода вот в кипящей кастрюле. Если вы однажды там ошпарились горячей водой, то, наверное, вы уже будете относиться к этой воде аккуратно, да, и не будете думать, визуализировать, а может быть, вода изменится, и начнет кипяток изменится, и начнет ко мне по-другому относиться, или электричество поймет, что я стал другим человеком, и теперь меня не нужно так ударять, или там закон земного притяжения ко мне смилится, снежится, и больше я не буду падать. Нет, друзья, моя позиция такая, если вы оказались в такой ситуации, вам нужно признать этот факт. Да, мы расстались. Да, мы были вместе. Да, это было хорошее время. Да, но теперь вот так. Вот эту реальность нужно признать. Это, наверное, самая главная ключевая мысль. Потому что когда вы начинаете это признавать, вам все становится намного проще. Вам быстрее научиться жить новой жизнью, с другой идентичностью, с другими убеждениями, чем если вы будете постоянно пытаться себя обмануть. Что может быть, он или она передумает. А может, я уже стал лучше? Нет побед и поражений, есть обратная связь, да? Если что-то случилось в вашей жизни, оно случилось, потому что оно случилось, да? Или есть еще одна пресуппозиция, я пресуппозиции НЛП забыл, что в любой момент времени человек делает выбор наилучший из имеющихся у него в данный момент. Это относится и к вам, и относится к другому человеку. И это важно понимать. Надеюсь, понятно. Людям чаще страдать, чем бороться с этим. Да, именно потому, что мы отрицаем реальность, нам проще рисовать у себя в голове воздушные замки и жить вне реальности, потому что здесь тоже есть много выгод. Человек, который страдает, да, вспоминаем треугольник Карпмана. Спасатель, жертва, преследователь. Человек впадает в состояние жертвы, он находит тех спасателей, которые ему помогают, а тот, кто его бросил, естественно, является преследователем. И, дорогие мои, позиция жертвы, она очень соблазнительна. Прям очень соблазнительна. Она очень себе манит, потому что спасателей вокруг очень много. И на энергии спасателей можно очень долго паразитировать и получать всевозможные няшки, как ментальные, там, эмоциональную какую-то поддержку, так и даже вплоть до материального. Поэтому, если не хотите прослыть пожизненной жертвой, то нужно постараться реальность оценить как есть. И это первый шаг. Вот смотрите, когда мы расстаемся, когда с нами поступили несправедливо, неправильно, мы там человеку, знаете, как эти выражения, я человеку всю жизнь отдала, я все ради него, а он меня бросил. Обидно, да? Соответственно, когда мы словили обиду, у нас возникает несколько желаний. Первое желание — доказать, что тот человек, с которым мы расстались, многое в жизни потерял. Многое, прям многое в жизни потерял. Второе желание, которое у нас возникает желание наказать, проучить. Оно вытекает из желания доказать, что он потерял. Вот я стану
лучше, красивее, успешнее, богаче, а он будет там потом сидеть и страдать. Вот гоните от себя эти мысли нафиг. Никто не будет о вас страдать. Вот здесь тоже нужно жестко себе признать, что нет, конечно, такое возможно, что человек будет о вас страдать. Но, пожалуйста, постарайтесь от себя отогнать вот эти вот желания доказать и наказать. Потому что, когда у вас есть желание доказать и наказать, вами движет нездоровое чувство, чувство обиды, а когда вы находитесь под чувством обиды, вами легко манипулировать. Вам легко давать какую-то надежду, хотя человек, который вас бросил, он может и не давать вам надежды, но когда у вас есть желание, когда у вас есть обида, когда у вас есть желание проучить, вы можете ложно для себя воспринимать какие-то слова другого человека как надежду. Ведь когда мы потеряли кого-то, это относится и к смерти сейчас, и к потере близкого в результате там разрыва отношений. У нас в голове уже сформированы какие-то мысли, образы, что этот человек существует в нашей жизни таким образом. Почему, когда кто-то уходит из нашей жизни, нам долгое время, месяца 3, а порой даже год или 1,5 года требуется на осознание того, что этого человека сейчас в реальности нет. Обычно, когда вот кризисные психологи, которые работают с утратами, с потерями, со всякими тяжелыми ситуациями, типа там актов терроризма, изнасилования, они не допускаются до работы со своими клиентами, жертвами сложных обстоятельств, если не прошло как минимум год, а лучше 1,5. Почему? Потому что пока человек свою утрату не прожил, да, то он не может эффективно помогать другим. Они занимаются другими консультациями, там, работают с целями, там, с какими-то запросами, которые не связаны с вот этими кризисами. А сами в этот момент прорабатывают свою утрату. Это очень важно тоже понимать. К чему я это все говорю? Вот желание доказать, желание наказать и проучить, оно вас будет затягивать в капкан того же, все того же непринятия, что этот человек уже не с вами, что он уже отказался с вами быть. Где-то я видел такой мемчик, типа фотография кота и подпись, типа мысли кота. Относится к девушкам, типа запись такая: девушки, если вы решили завести кота, потому что у вас не получается построить отношения, то почему вы решили, что ваш кот захочет с вами жить? Это я в тему шутки. Это не только к девушкам относится, это и к мужчинам относится, что если мы не смогли построить отношения и по какой-то причине мы расстались, то, скорее всего, есть и в нас какая-то часть того, что мы расстались. Манипуляция через эмоции – это плохо. Да, согласен, манипуляции через эмоции – это очень плохо, но тем не менее они имеют место быть. Они имеют место быть, потому что у нас есть вот эти вот противные чувства. Наказать, доказать, проучить. Надо постараться избавиться от этих дурацких чувств. Прям очень важно. Прям очень важно. Потому что, вот когда вы избавляетесь от чувства доказать, проучить и наказать, вы, по сути, отпускаете человека, вот это как называется, отпусти ситуацию, отпусти человека. А как отпустить? Перестать руководствоваться вот этой обидой и чувством мести какой-то, желанием наказать, скажем так. Что еще? Что еще нас привязывает, да? Помните, всю пирамиду нейрологических уровней мы уже просмотрели? И, соответственно, хотим мы этого или не хотим, человек так устроен, что у него мышление строится через целеполагание. Мы что-то себе придумали, представили, сделали. Придумали, представили, сделали. Модель Тоут, вспоминайте.
Тест, операция, тест, действия. Что-то придумали, сделали, не получили результат, начинаем делать по-другому, получаем результат. И вот таких тоутов очень-очень много у нас открыто, когда мы живем с человеком какое-то продолжительное количество времени. И как же эти тоуты закрывать? Первое, что я рекомендую, это просканировать свои совместные цели. Цели совместные, они очень сближают. Ну, допустим, вы там мечтали, не знаю, нарожать кучу детей, или вы мечтали иметь домик в деревне, или вы мечтали там путешествовать, или вы мечтали что-то делать еще там, вместе ездить куда-то. И у вас в голове есть много вот этих представлений, где вы себя представляли с этим человеком. И очень много этих мыслей, они вам мешают жить и двигаться дальше. Потому что у вас есть представление, это то, чего вы действительно хотите, но есть представление с тем человеком, с которым это уже сделать нереально. И они вас засасывают. Они вас засасывают вот в эту всю историю, когда вы очень много тратите мысленной энергии, мыслей на то, чтобы вот эти картинки поддерживать. И смотрите, что можно здесь сделать? Здесь можно просто где-то по какой-то внутренней шкале, допустим, из 100% оценить, а сколько процентов времени мои мысли заняты этим человеком. Ну, допустим, вы оцениваете там 70% времени. И нам кажется, что мы эти мысли изменить не можем, а мы можем, потому что это ваши мысли. Вот никто, кроме вас, вашими мыслями управлять не может. Следовательно, можно сделать вот какое упражнение. Упражнение заключается в том, что вам нужно просто представить все те картинки, которые вы рисовали вместе с этим человеком, и мысленно себя забрать из этих картинок. Ну, допустим, я представлял, что я с таким-то таким-то человеком поеду в такой-то город и буду ходить по таким-то таким-то музеям. И у меня в голове вот эта картинка есть. Я мысленно себя из этой картинки достаю к себе. И таких манипуляций нужно проделать очень-очень много, потому что у нас вот этих совместных целей, даже неосознаваемо порой, бывает очень-очень много. И здесь нужно провести такую ревизию большую, где мы... Почему важно забирать себя, доставать из этих картинок мысленно, а не менять человека? Потому что у вас уже есть такой якорь внутреннее запечатление, что вы именно с тем человеком там находитесь. И, соответственно, если вы туда в ту картинку будете подставлять другого человека, то, скорее всего, эта картинка вам будет, скажу так, по-НЛПерски, по субмодальностям не очень подходить, и, во-первых, а во-вторых, будет вызывать негативное воспоминание о том человеке. А вам нужно постараться минимизировать вообще мысли о том человеке, который либо ушел из жизни, либо с которым вы расстались. И вот эти все мечты, их обычно больно из себя оттуда доставать. Но поверьте мне, вы почувствуете катарсис, да, такое очищение, облегчение, когда вы это все проделаете. То есть, давайте, по шагам, упражнения. Выписывайте все яркие моменты, которые вы планировали осуществить с этим человеком в будущем на бумагу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Сколько у вас их есть? Сколько вам вот приходит на ум? Они у вас по-любому есть. Они могут быть не супер яркими, там какое-то путешествие. Может быть там банально, не знаю, готовка еды вместе на кухне. Там что-то такое, да? Когда вы их записали, вам нужно получить какое-то внутреннее сенсорное подкрепление. Как вы это себе представляли? Вы себе это представляли там таким-то, таким образом. Я вижу себя и его, или вижу только его своими глазами. И ваша задача из каждой этой картинки как бы себя в себя втянуть. Вот так вот можно вместе со вдохом. Себя. И из этой каждой картинки забрать. Это вам поможет закрыть те самые тоуты. Эфир сохранится, да, эфир сохранится. Добрый вечер, добрый вечер. Это наш живой эфир, и
пока, во всяком случае, все трансляции будут здесь сохраняться. Так, мои дорогие, это первое упражнение. Я надеюсь, доступно и понятно объяснил. Если не понятно, то, пожалуйста, вернитесь и переслушайте. Что хотел еще сказать, очень важное. Многие мне пишут, что хотят на курс. У меня нету физической возможности проводить тот курс, который я его проводил. Именно прям в онлайне, постоянно, каждую технику, каждое упражнение. Ну, это и мне не ресурсно, и вам не ресурсно. Это надо 3 месяца, 3 раза в неделю встречаться каждый вечер по часа 4. Это прям очень много. И я принял решение сделать курс в записи, то есть будут видеоуроки, все темы курса NLP практик, подробные видеоуроки, и будем раз в 2 недели встречаться на обратную связь. То есть вы получаете там 60-80 видеоуроков полезных, крутых, пошаговых, как я умею, как я люблю. И дальше 1 раз в 2 месяца буду собирать Zoom-конференцию для того, чтобы отработать непосредственно все эти техники. Мне кажется, вот этот курс, он давно уже напрашивается, он будет по цене доступный. И если вы хотите попасть на такой курс в первую волну, то в описании к каждому ролику в YouTube есть ссылка на телеграм-чат со мной. И вы можете мне писать. Можете мне писать, что вот, я услышала, я хочу на этот курс. Я думаю, что вам будет очень долго ждать, если я его сначала запишу, а потом буду его продвигать. Поэтому я буду его сразу параллельно записывать и буду получать от вас обратную связь. Если вам это интересно, пишите в личку, скажем так. В личку в Телеграме, по ссылке в описании к каждому видео есть чат со мной лично в Телеграме. Так, это то, что хотел сказать, пока не забыл. Просто учистили запросы, как говорится. Ну и второе. Второе упражнение очень важное. Очень важное, оно касается уровня убеждений. Оно касается убеждений. Так, у нас тут написали, у меня было жить... Вот, кстати, напишите, как ваш Сита. Сита — это ваше настоящее имя. Я тут благодаря вашему комментарию этот эфир затеял про отношения. У меня было жить вместе в старости. Да. И там у вас есть какие-то представления. Так вы эти представления, из этих представлений себя как бы вынимаете, высасываете, вытягиваете. А представления пусть где-то останутся просто представлениями. Следующее упражнение касается убеждений. Смотрите, когда мы живем, у нас еще формируются какие-то убеждения касаемо моего отношения к этому человеку. Вот смотрите, как вы пишете, не хватает веры в то, что встретится свой человек. Ваше убеждение звучит так: я не верю, что я достойна там какого-то человека или хорошего человека. Ну, то есть там целая вереница будет убеждений. Именно с этим нужно поработать. Здесь уже работа идет со словами. Работа со словами, как вы понимаете, это дигитальный канал, но также его можно и дополнительно визуализировать. Какие-то могут быть слова. Когда-то, когда у нас все было хорошо в отношениях, вы себе решили, что это самый лучший мужчина, или это самая лучшая женщина, или с этим человеком самый лучший секс, или этот человек, с этим человеком мне безопаснее всего на свете. И таких убеждений у вас в голове тоже будет очень-очень-очень много. Вот эти убеждения насчет этого человека, позитивные убеждения насчет этого человека, вам нужно поискать и выписать на бумагу. Ну, допустим, вы просканировали себя и поняли, что я долгое время считала, что этот человек самый лучший, что этот человек единственный, что этот человек все, что мне надо, там, ну и так далее. У вас будет много-много-много этого всего. Прям списком, вереницей выписывайте, ну, минимум их будет там 10, а 10 будет точно самых ярких, а остальных тоже их там много. 20-30 можно выписать в любой ситуации. И что нужно делать с этими словами? Тоже НЛПерская такая техника. Вам нужно читать это каждое убеждение, это каждое утверждение. Прям берете первое, выписали. Этот человек, там, не знаю, бог в сексе, самый лучший человек в интимной жизни. Берете его, зачитываете. Бог в сексе.
И говорите следующую фразу. Вы можете прям мысленно представить буквы, как это написано у вас где-то в пространстве, в вашем внутреннем пространстве в голове. И потом вы говорите такую фразу. Да, в тот момент времени, когда мы были вместе, когда у нас все было хорошо, я действительно так считала, и это было правда, или я так действительно считал, и это была правда. Но сейчас обстоятельства изменились, и я забираю эти слова обратно. И точно так же слова эти к себе забирайте. К себе забирайте. И таким методом берете следующее убеждение. Я за ним как за каменной стеной. Нет, давайте другое. Этот человек единственный, кто может меня защитить. Да, к примеру, такое. Берете это убеждение, зачитываете, визуализируете его в виде текста, потом проговариваете фразу. Да, я действительно так считала, и это действительно была правда в тех обстоятельствах, в которых это происходило. Но сейчас обстоятельства изменились, мне нужно жить дальше, и поэтому я забираю эти слова обратно. Поверьте мне, это очень-очень ресурсная техника. Очень-очень ресурсная техника, и она вам поможет позакрывать те самые незакрытые тоуты или гештальты. Вот вам две техники. Первая — из мечт позабирать, и второе — позабирать все слова обратно, свои убеждения обратно, и тем самым вы как бы их трансформируете, рефрейминг делаете, создаете. И вы начнете чувствовать облегчение, огромное облегчение. Даже если вы это проделываете над ситуацией, когда кто-то ушел из жизни, кто-то покинул этот мир. Это тоже будет работать. Это тоже будет работать. Дальше, что я вам хотел еще порекомендовать в этой ситуации? Как вообще, в принципе, к будущим отношениям относиться? К будущим отношениям нужно относиться с позиции ученика. Я недавно общался с одной своей знакомой, у нее там новые отношения, там какие-то вопросы начали появляться в отношениях, когда уже начали жить вместе. И она мне говорит: ты знаешь, я поняла, что я вообще не умею строить отношения. И это вот хреновое убеждение, вот честно скажу. Я живу из немножко другого строю свои отношения со своей супругой немножко из другой пресуппозиции. Пресуппозиция моя звучит так. Я не знаю, как строить отношения. Она действительно так звучит. Но я сейчас учусь строить отношения. Ведь все проблемы в отношениях в большинстве своем, они из-за отсутствия обратной связи. То есть жил человек, когда мы не даем обратной связи, когда мы говорим нашему партнеру: ты ведешь себя как ребенок. А что это? А о чем это? А как ему понять? А как ведет себя как вести себя не как ребенок? Ну и так далее. Ты меня не понимаешь. Вот эти вот обобщения и зажевывания, я их так назову, они нам дают очень большую погрешность в понимании друг друга. Поэтому в дальнейших отношениях вот возьмите себе за правило. Отношения не надо уметь строить. Их нужно учиться строить прямо в процессе того, как они происходят. Их невозможно так сказать, что кто-то там профессионал в отношениях. Особенно психологи. Особенно семейные психологи. Знаете, как сапожник без сапог. Там есть семейный психолог, который там очень хорошо помогает другим, но сама уже там или сам 5 раз разведен. Я не знаю. Может быть, он может действительно эффективно помогать другим, но вопрос складывается в том, почему он свои отношения тогда не пытается применить свои профессиональные навыки в своих отношениях. Поэтому тут такой большой вопрос на самом деле. Поэтому, друзья, не нужно подходить вот в отношениях. Подойдите механистично, да, очень механистично, как бы это ни казалось. Я учусь строить отношения с этим человеком. Я учусь этим человеком пользоваться, если хотите. Это как вот, не знаю, вы купили новый телефон, там, iPhone 18, и там куча новых функций, камер там и всего такого. Вы
им пользоваться не умеете. Но вы просто начинаете им пользоваться и начинаете становиться профессионалом в использовании 18-го айфона. То же самое с человеком. Когда мы начинаем какие-то отношения, неважно, семейные или бизнес-отношения, нам нужно учиться этим человеком, вот прям в хорошем смысле слова, пользоваться. Я учусь обращаться с этим человеком так, чтобы наши отношения были созидательными, а не разрушительными. Вот такое мое, ваше пожелание. Ну и в конце концов, если вы потеряли кого-то, с кем-то расстались, с кем-то перестали общаться, первое, задайте себе вопрос, какие у меня есть цели в дальнейшем. Это очень поможет. Вот любое целеполагание, оно помогает. Когда от человека кто-то ушел, и он считает, что обрушился мир, это неправда, это ложь. Правда в том, что если вы хотите страдать, вы будете страдать, вы найдете миллион причин впасть в жертву и продолжать страдать. А если вы подумаете о целях каких-то, начнете составлять себе какой-то план, чего я хочу в этом конкретном контексте жизни, там, в сфере отношений, то вам станет легче. Когда вы поставили цель, опишите свою реальность. Что реально происходит сейчас? Я сейчас кто? Мама, оставшаяся с ребенком? Или там разведенный мужчина? Или разведенная женщина? Это нужно тоже принять, потому что мы и не можем порой построить новые отношения, потому что мы еще не приняли свою идентичность новую. Дальше подумайте о том, какие у вас есть вообще возможности. Возможности — это про все. Это и про отношения с другими, и вообще, как я могу себя дальше реализовывать как человек. Ну и последний шаг, как всегда, какие действия я реально могу предпринять, чтобы добиваться своих целей. Это тоже очень важно. После того, как вы кого-то потеряли, заниматься целеполаганием в этой конкретной сфере вашей жизни. Вот такие дела, мои дорогие. Мне кажется, очень крутой эфир получился, насыщенный. Как вам? Дайте обратную связь. Убеждение: дети должны расти с родным мамой и папой. Угу. Вот, Анастасия, проделайте это упражнение. Да, когда у меня была семья, когда у меня был родной муж мой рядом, я действительно так считала. Но сейчас обстоятельства изменились, и я забираю свои слова обратно. Я принимаю эту реальность, и я забираю эти свои слова обратно. И мысленно их как бы к себе заберите. Вам это очень сильно облегчит жизнь. Потому что либо попробуйте это убеждение немножко трансформировать. Было бы хорошо, если бы дети жили с родным мамой и папой. Но за неимением лучшего можно... Дальше, что можно еще найти? Можно найти много других позитивных примеров. А есть ли семьи, где дети живут не с родными мамой и папой и чувствуют себя хорошо? Вот, допустим, давайте мой пример. Я разведен. У меня от первого брака есть дочка, я ее очень люблю. Мы каждый день с ней общаемся. Мы стараемся чем можно больше проводить времени. Ей уже вот сейчас будет 12 лет. И у моей бывшей жены хорошая новая семья. Хорошая новая семья. У нее хороший муж. И у них сейчас уже, второй ребенок, получается, сестра моей дочки. И я счастлив тому, что моя дочка живет в счастливой семье. У нее вообще бонус, у нее 2 папы. Это же невероятное счастье. И это важно. И это важно. И вот я сейчас очень сильно спокоен за свою дочку. Вот прям очень сильно спокоен. Потому что она живет в классной семье. Да, не в такой, какой, может быть, мне когда-то виделось. Но это окей. Это окей. Поэтому
Вот как минимум есть у меня один пример, мой личный, да, из моего опыта, что человек, ребенок, который живет не с родным папой, чувствует себя прекрасно. И вам рекомендую об этом тоже задуматься. Так. Одинаковая работа, по сути. Да, одна работа только идет с картинками, с целями и мечтами, а другая картинка идет с убеждениями и словами. Господи, и вы через это прошли. Ну, я никогда этого не скрывал, да, я через это прошел, ну, и что-то такого. Наверное, если бы я через это не прошел, не мог бы, наверное, с такой уверенностью говорить о всех этих вещах. Ну, я не считаю, что здесь что-то есть такое странное, потому что, знаете, у нас есть какие-то убеждения, там, их корни в разных местах лежат, что у человека должен быть один муж или одна жена раз и навсегда. Я считаю, что это хорошо, если человек при этом в этих отношениях счастлив и все хорошо. Причем не один человек, а оба человека счастливы, развиваются и так дальше. Но если получилось так, что кто-то один из партнеров в отношениях несчастлив, то камон, у нас одна жизнь. Нужно себя не мучить и другого человека не мучиться. Иногда мне задают вопрос, вот по поводу... Раньше часто задавали вопрос по поводу развода там и все такое. И я говорю, это надо было сделать, чтобы сейчас все были счастливы. Сейчас у меня прекрасная семья, и у моей бывшей супруги тоже прекрасная семья. Поэтому я считаю, что каждый должен пройти свой опыт, и каждый должен найти... Знаете, вот наши прошлые отношения нас хорошо учат одной простой интересной вещи. Они нас учат точно, они нас учат тому, чего мы не хотим. Убеждения можно менять по ситуации? Да, можно. Рад за вашу доченьку, спасибо. Я тоже за нее очень рад. И у нее все прекрасно. Ну что, мои дорогие, дайте мне сейчас обратную связь, насколько вам было полезно. Оцените этот эфир по шкале от 1 до 10. Помог ли я вам с чем-то разобраться? И после того, как эфир закончится, вы можете написать в комментариях, какую тему на следующем эфире, в следующий четверг в 20:30 мы разберем более подробно. Жду вашей обратной связи. От 1 до 10 оцените, насколько было полезно, интересно и так далее. И дайте обратную связь. Дайте обратную связь. И после завершения этого прямого эфира можете написать в комментариях, какую тему вы бы хотели разобрать на следующем эфире, в следующий четверг. Но также могу вам сказать, что будут и спонтанные прямые эфиры, не такие длинные, где я буду просто рассказывать о чем-то тоже важном. Планирую серию прямых эфиров про уверенность в себе и самооценку. 10, спасибо за ваш труд. Спасибо. Ребята, обратная связь любому автору важна, любому автору нужна. Будь то на словах, будь то в виде лайков, будь то в виде донатов, которые вы, кстати, тоже можете оставлять. Ссылка закреплена на сервис донатов. Поэтому буду благодарен. И это важно не только мне, но и любому другому человеку, которому вы создаете, который создает контент, который занимается производством контента. 10, конечно, все классно. Хороший эфир. Спасибо всем участникам за общение. Юрий, спасибо за полезную информацию. Спасибо, 7 из 10. Хорошо, Виктория. Чего вам не хватило, если у вас 7 из 10? Дайте мне тоже обратную связь. Спасибо за конкретное упражнение. Пожалуйста. Ну, я рекомендую этот эфир все-таки переслушать, особенно тот момент, когда мы разбираем модель нейрологических уровней, и посмотреть, как на самом деле это все происходит в вашей конкретной ситуации. Вот это прям тоже очень важно, потому что я старался, понимаете, вот чем мне нравится НЛП, то, что мы не закапываемся в дебри и не уходим в глубокое детство.
В некоторых случаях это очень важно и полезно, но я стараюсь все-таки, если меня смотрят адекватные люди, а я уверен, что меня смотрят адекватные взрослые люди, что на простых примерах, не закапываясь глубоко в прошлое, можно осознать многие вещи и их решить без помощи психотерапевта или психиатра, да? Психотерапевта скорее. Поэтому вот так. Юрий, а по аудиокниге будет продолжение? Да, будет. Когда, не скажу, но я работаю над этим. Будет. Я точно переслушаю. Ребята, рекомендую на самом деле переслушать тот момент основной, вот где нейрологический... Да вообще он весь в целом полезен. Инструменты инструментами, да, упражнения упражнениями, а вот мат-часть, ее все-таки тоже нужно знать, чтобы вы в первую очередь понимали, что с вами происходит. Потому что все эти модели, они уже давно описаны, прописаны и везде наблюдаются, и у вас то же самое, поверьте мне. Просто нужно понимать на каждом уровне, что с вами происходит, и будет вам счастье. Переслушивать обязательно нужно, желательно делать записи. Да, ребят, нужно конспектировать обязательно. Нужно обязательно конспектировать, если хотите получать хорошие результаты. Для меня мой психотерапевт просто человек, который слушает все мои душевные излияния. Ну, смотрите, скорее всего, он работает в контексте психоанализа, а психоанализ и подразумевает, что вы говорите, а психотерапевт слушает. Поэтому иногда это тоже нужно. Самое главное, не превращайте свою вторую половинку в своего психотерапевта. Надо еще очень важную вещь запомнить, что любой ваш партнер не обязан вас лечить и чинить психологически. Это не его задача. Задача вашего партнера и вас получать друг от друга удовольствие, а не заниматься психотерапией. Некоторые психологи иногда в это заигрываются. Некоторые люди, женясь или выходя замуж за психолога, думают, что у них все будет в порядке с психическим здоровьем. Поэтому так. Так, я писала. Так, поздно вышел контент, уже уволился с работы под влиянием чувств. Чтобы не встречаться с бывшей, начальник обиделся на меня. Ну, вы еще все можете возвратить. Так, Виктория, смотрите, если я правильно понял, 7 из 10, потому что как произносить, либо писать. Может повторять как мантру сама техника убеждений. Скорее всего, Виктория, вы были не очень внимательны, когда я рассказывал. Я специально для вас, чтобы ваша оценка поднялась на 10 из 10, повторю. Когда вы нашли убеждения, вы сначала их все выпишите, да, чтобы их найти, их нужно выписывать, потому что они теряются, да, в процессе, когда мы в мыслях крутим. Потом вы берете первое убеждение, произносите его, потом вы его вербализуете в виде текста. Вот представляете, что у вас где-то перед вами висит текст с открытыми или закрытыми глазами. А потом говорите фразу. Да, в тот момент времени это было правда, и я так действительно считала, это было прям вот истина. Но сейчас обстоятельства изменились, и я забираю свои слова обратно. Эти слова вбираете в себя, проговариваете вслух, и все. И переходите к следующему убеждению. Я никогда не нагружала своего партнера, кстати, своими чувствами. Для этого и есть психолог. Да, для этого и есть психолог. Виктория, надеюсь, что я уточнил, хотя все эти вещи были проговорены уже в процессе. Возможно, просто нужно пересмотреть этот момент и переслушать. Кстати, ребят, кто будет пересматривать и переслушивать, если у вас есть такая возможность, пропишите тайм-коды. Ну, типа 0000, там, приветствие, 5 минут 37 секунд, говорю об этом. Если у вас есть такая возможность, буду вам благодарен, я потом зашью это в описании в видео, и
будет еще и удобно потом отдельные отрезки искать. Да, друзья, а кто впервые на моем эфире, дайте тоже такую обратную связь. И на этом будем уже на сегодня завершать. 1:17 мы прообщались. Делитесь этими прямыми эфирами со своими друзьями, с теми людьми, которым вы считаете это будет полезно. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, оставляйте донаты, если у вас есть такое желание и возможности. И до скорых встреч. Был рад всех видеть. В следующий четверг по комментариям, после того, как завершится этот эфир, буду определять тему и готовить для вас материал. Все, мои хорошие, берегите себя, берегите своих близких и учитесь строить отношения. Подходите к отношениям так, что я сейчас учусь пользоваться этим человеком, учусь отношениям. Пока.